Всем привет! С вами парни из камня. Меня зовут Макс, а это ИП Коробченко. И сегодня мы продолжим знакомить вас с премудростями гипсокартона. А именно, мы будем собирать каркас для потолка. А разметку под него мы показывали в одной из прошлых передач. Ладно, давай не будем много болтать, тема на самом деле серьезная. Давай ребятам покажем и объясним, что к чему. Да, впереди у вас все секреты, все нюансы сборки каркаса под потолок. Но естественно, мы сначала взглянем на инструменты, которые нам потребуются. А прежде чем мы начнем, хочу вам сказать, что монтаж каркаса под потолок осуществляется в 4 этапа. Первым этапом будет набивание профиля 27 на 28 по периметру. Для этого используем, в зависимости от стены, либо шуруповерт с саморезами, либо перфоратор с дюбелями. Поехали! Теперь переходим к этапу номер 2. Мы будем крепить прямые подвесы на потолок в местах перекрестия нашей разметки. И для этого мы будем использовать не дюбель-гвоздь, а металлический анкер-клин, так как он проходит по правилам пожарной безопасности. В нем нет пластиковых элементов, которые прогорают. Итак, два этапа позади. Теперь третий этап, самый легкий. Нам нужно вырезать по длине профиль 60 на 27 и вставить его в направляющий. Итак, мы расставили профиля 60 на 27 через 40 сантиметров и закрепили подвесы через 60. Теперь нужно подвесы опустить. Я уже опустил заранее. И проверить, достают они до профиля или не достают. На нашем потолке подвесы спокойно достают до профилей. Но бывают такие случаи, когда подвес не достает до профиля. Что же делать? Не волнуйтесь. Берете рулетку в том месте, где вам нужно сделать подвес. Меряете расстояние от потолка до края профиля. Запоминаете это расстояние и отнимаете сантиметр. Теперь берете профиль 60 на 27, кусок вернее профиля, и от края замеряете это расстояние. Допустим, оно у нас 15 сантиметров. 15 сантиметров и разрезаете. Разрезали, загнули. Теперь нам нужно отрезать расстояние, равное ширине профиля. Оно у нас 60. Можно сделать чуть больше, буквально на полсантиметра. Делаем
65 миллиметров. Разрезаем. И загибаем еще раз. Оставшийся хвост у профиля делаем тоже 15 сантиметров. Лишнее выкидываем. У нас получилась такая конструкция. Теперь вот эти вот углы, которые будут у вас импровизированным подвесом, срезаем под 45 градусов. Смотрите. Раз. Два. И с другой стороны. Три. Четыре. Теперь расправляете вот эти уши, и получился у нас вот такой вот импровизированный подвес. Мы, мастера, его называем костыль. Смотрите, как он работает. Представляем его на потолок и крепим к потолку. Теперь у нас он достает до профиля. А срезал я углы по 45 для того, чтобы во время монтажа было легче, можно было костыль увести в сторону. Если бы этого не сделал бы, он бы упирался углом в потолок и было бы неудобно. Все. Фух. Остался последний этап, четвертый. По аналогии с каркасом на стену, нам нужно натянуть нитку поперек профилей и вдоль линии подвесов. И выставить их. Поехали. Начинаем выставлять любой крайний профиль, а все остальные я поджал с помощью саморезиков, чтобы они не оттягивали нитку и не мешали мне. Теперь с помощью монтажек начинаем выставлять. Поднимаем так, чтобы между ниткой и профилем было как можно меньше, буквально полмиллиметра. Бывает такое, не с первого раза. Опять поднимаем его. С одной стороны. И с другой стороны. Монтажки, какашки. Видите, нитка не касается профиля. И вот в таком макаре сначала первый, потом второй, третий и так далее. Чуть не забыл. После того, как выставили подвес, та часть подвеса, которая торчит, загните ее вовнутрь. Можно сделать это руками, а можно плоскорубцами. Погнали. Вот и все, ребята. Конец.
не забудьте снять нитку. А сейчас мы хотим пресечь возможные вопросы по поводу дополнительных перемычек на потолке. Мы с Максимом специально не делаем клетку из профиля. На это у нас есть две причины. Во-первых, дополнительные перемычки значительно утяжеляют весь каркас, а во-вторых, они приводят к его удорожанию, что в нашей стране тоже немаловажно. Но это наше сугубо личное мнение с Максимом. Ладно, давай заканчивать. Надеюсь, вам все было понятно. Если что, задавайте вопросы, пишите нам. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Пока. Всем привет! Это парни из камня. Меня зовут Макс, а это ИП Коробченко. И мы продолжаем нашу увлекательную серию о гипсокартоне. Ты что, блядь, молчишь? Ну, стараюсь сделать все еще более увлекательным. Так, что значит? Переходим к второму этапу, да? Да, про технику безопасности. Ну вот честно, вот скажи на камеру, ты никогда потолок не крепил на дюбеля? Не скажу. Я скажу. Никогда. Ну ладно, Антон, тема на самом деле серьезная. Давай заканчивать с болтологией и приступим к делу, так сказать. Да, мы покажем вам все нюансы, все секреты сборки, разборки. Чего ты? Не готов, соберись. Я думаю о другом. тоже думаю о другом. Мне надо чаю. Ничего смешного. Ну скажи чем смешно. Ничего смешного. Ты же умеешь. Ты смешон. Как в капюшоне, он смешон. Капюшон. Где я в капюшоне? Мне кажется, я не вообще не смешон. Прикольно, мне даже шапка будет не нужна себе. Во-первых, да, блядь, подожди. Фух. Остался четвертый этап, последний. По аналогии с каркасом на стену нам необходимо натянуть нитку. Ну, нитку. Забыл я, как это слово называется. Поперек. О, эврика. Как бы каркас готов, но хочу заметить, что мы специально не делаем клетку. Так как это очень дорого, дорого. А теперь для тех, кто сомневается в выборе между анкерклинем и дюбель-гвоздем. Смотрите.